Привет, мы продолжаем проходить Bloodborne. Значит, я переместился вот сюда, в главный собор. Тут был дядечка такой. Мы завершили квест, убив его, и он выдал нам вот такие вот кинжалы. Но они называются, как она? Клинок милосердия. Я его сразу качнул на плюс 6, заточил точнее. Вот. Оружие, в принципе, неплохое, но жалко, что коротенькое. Быстрые резкие атаки. Ну, в принципе, попробуем побегать с ним, посмотрим, насколько она лучше, чем пила. В принципе, она в основном скалируется от ловкости. Итак, значит, мы этого дядечку завалили, которого у меня не получилось убить на прошлом стриме. Посидел немного, поковырялся, но каким-то чудом я его убил. Теперь мы идем на босса, который называется Возродившийся. Вот туда и пойдем. Прямо с главного собора мы тащимся вот сюда. Раньше там у нас дверь была закрыта. Сейчас будет открыта. Так. Давай чуть ниже. Все ниже, ниже, ниже. Нам переть вон прям до той церкви. Аккуратненько так, совершенно не деформируясь. Ну давай, в принципе, без разницы. Тихо. Надо не упасть же еще. Ну, грязь лицом, как говорится. Ну, тут без разницы, каким образом бежать. На этих ребят мы уже не будем останавливаться. Пусть они тут бегают себе. Ай-яй-яй. Зацепил, падла. Чуть не завалил. Ну, я не знаю. Вот тут, по-моему, это все-таки амигдала у нас сидит, но это не точно. В принципе, это падла частенько я замечал, что в этом районе за мной ползает. Если тут на какое-то время задержаться, она почему-то рукой пытается тебя схватить, и потом вот такая штука происходит. Не знаю. Не знаю, что это дает, но, короче говоря, сегодня в планах у нас Возродившийся. И потом попробуем смотаться в Кейнхёрст. Все, да? Никого? Или ниже? Что-то кто-то булькает. А, вот это. Оружие бьет быстро, но с ним нельзя стрелять пулями и парировать. То есть парирование фактически с этим оружием получается это вот так. Ну, не знаю, я сколько не пробовал парировать, даже самых медленных врагов. Что-то пока не очень, ну, не получается просто. Им как-то урон наносишь и все. Но они не парируются, не станется вообще. Так, у нас тут кто-то на троне сидит, да? Микола, ты что ли? Так. Этот фонарь я уже зажигал, кстати. Это так, сбегал, посмотрел просто. Но мне не сюда. Так, так, так. Отсюда. А че? А, тут две, да, таких штуки? А они тут на каждом большом здании, походу, сидят. Весело. Ладно, берем вот это. Что это такое? Кусок кровавика. Еще 3 куска, в принципе, и я могу подточить еще оружие на +1. Вроде босс вот тут. Мне память не изменяет, но давай попробуем сбегать вот сюда. Ах, падла. Ни хрена тут народу. Но больше беспокоит вот эта штука, которая тут пытается просто... Сейчас как побежим? Сюда заново. 23 тысячи на кону. Еще 5, я могу вкачаться. Силы я прокачал до 50, здоровье в принципе 28, этого хватит. Сейчас надо в ловкость вкладываться. И пушки будут сильнее лупить. Сам, наверное, персонаж тоже какие-то
получит. Так. Чтобы теперь всю эту дорогу не бежать, давай-ка мы вернемся как раз вот к тому костру, который я зажег. А тут он. Опять кукла куда-то пропала. Не то. Да, вот это, по-моему. Причем третью плиту могильную вот эту я вроде как открываю снизу вверх. Если я не ошибаюсь. Но это не точно. Вообще. Так. Давай спускаемся. Надо по одному хотя бы их как-то выманивать. А то их больно много тут. В принципе, если ты быстро наносишь удары, то у тебя здоровье отнятое может восстановиться. Это раз. Так. А во-вторых, тихо. А во-вторых, они еще как-то сами по себе немного блокируют их удары. То есть тебе вроде как противник собирается подачу нанести, но его удар прерывается. Сейчас я не знаю, может быть получится это заметить. Я, блядь, опять не сдохну. Я на одном хп реально. Я, походу, перелупил себя чуть-чуть. Здоровьечко. Ты-то откуда взялся? Откуда эти два еще? Удивительно. Но когда у тебя зеленая полоска заканчивается, ты просто делаешь один резкий короткий удар. Подожди, они что, заново что ли появляются все? Что за дела? Как это работает? Они, походу, из земли вылезают. Почему так? Блять, опять их толпа там. Так, подожди. Что-то мне этот Хидетака голову делает. Куда они тут все берутся? Тут почему-то мобы заново появляются. А, подожди, кто-то в колокольчик названивает, вот они и вылезают. Вот эта гнида где стоит. Ни хрена, куда ее запихнули. Вот и все. И все, кто не должен был подниматься, больше не встанут. Да. Кстати, знакомые решеточки. Это случайно не то место, где мужики с мешками нападают? Какой-то самоцвет. Ритуал Менсиса надо остановить, иначе мы все превратимся в чудовище. Это имеется в виду, типа, завали босса, и потом ты попадешь куда-то еще. Примерно такой расклад. Потому что вот эта штука Менсиса, это какая-то то ли локация, то ли что-то такое. Да, вышел вообще. Так, и тут мужики, и тут мужики. Давай попробуем вот тех перелупить. Вдруг придется назад их идти, возвращаться. Не должны они вставать заново. Падла. Короче, их просто очень много. А так нормально, в принципе. Они еще идут и идут. Может, там еще кто-то нас звонит в колокольчик?
поднимает их тихо. Так, мужчины, спокойней. Вот, в принципе, вот так вот перебивает он их атаки. Так, ну вроде сзади. Вроде сзади никто не встает. Тихо, ничего не вижу. А, пузырьки крови немножко... Что они делают этими руками-то, непонятно. Щучьи руки. Мне кажется, если долго будешь тупить возле этой руки, то она просто тебе все высосет и все. Крутые у них курмультуки. Что это такое? Что такое значит? Что значит курмультуки? Вы изъясняйтесь загадками. Так, давай. Я вот туда падать не буду. Тут они все ноют. Вот, и эта курва тут большая. Не просто по всем зданиям тут сидят. Кто-то опять в колокольчик названивает. Открывается с другой стороны. Что-то прям очень. Стой. Надо быстрее до нее бежать. Они сейчас... Стой, мужик. Нет. Так дело не пойдет. Нужно сначала до нее добраться. Сейчас, Остро, я прочитаю твое сообщение. Мне нужно эту падлу найти побыстрее. Оп. Оп. Где тут дверь-то? Вот она. Ладно, хорошо, что я неуязвим, пока я дверь открываю. Ну, вон эта падла, которая в колокольчик названивает. Что происходит? Что-то там все начало как-то меняться цветом. Длинноствольное фитильное ружье азиатских народов. Вот вон, ребята, только замешкался. Остановился, он сразу же бегут. Длинноствольные наши. Все, теперь можно остальных убивать. Давай-ка мы вернемся теперь в начало вот этого коридора. Будем все осматривать. Так, ну давай. Малой, ты первый. Вот, он просто не успевает меня атаковать. Вот, я его бью, и он не успевает меня бить в ответ. Но если ты с пилой, допустим, они будут лупить тебя через твой удар. Тут вот такая особенность этого оружия. То есть, если быстро и долго лупить, бам-бам-бам, вот такие вот удары наносить, то они просто ничего тебе сделать не могут. Ну, тут как раз от зеленки зависит. Либо от твоего, ну, как быстро ты противника вынесешь. Так, а ты кто? Сидят они все. Situation. Так. Отсюда у нас еще один проход. По-любому эта локация, она либо кольцевая. Но это вот дверью я узнаю. Но она, скорее всего, я думаю, это кольцевая локация. Да, все. Я отсюда и вышел. Бешеная кровь, хапнул чуть-чуть. Так, давай вот здесь попробуем посмотреть, что такое. Стоять. Угу. Там вообще дорога как-то вниз идет. А нет, тут локация, скорее всего, не прописана просто. Хочешь вверх иди, хочешь вниз.
Блин, давай попробуем вон туда сбегать. Рискованно, тут кто-то орет постоянно. А что, все будут нападать, да? Не, ну хули, давай подходи по одному. Тихо, все, валим. Они меня просто толпой замудохали. Сука. Вот это вот тут бесявая, конечно, штука. Они тебя окружают, ты вообще ничего, прыгнуть в сторону не можешь. Если только тебе повезет, может быть, как-то случайно один из мобов переместится в сторону, и у тебя будет окошко, чтобы оттуда выпрыгнуть вообще. Так, ладно. Напролом. До свидули. Ай-яй. Кто-то там нахерачивает прям это падла, колокольчик свой. Так, вот здесь я, получается, потерял, да? Блять, один за мной прям бежал. Бля, мне всегда слышится то, что он орет, пиздец, финиш. Так, дед, так, аккуратненько себя ведем, дед, успокойся. Что-то, кстати, дед этот жирный какой-то. Так, и отсюда... Отсюда, куда же тут? Я бежал-то уже, забыл. Я понял. Сейчас надо их, короче говоря, по одному вытаскивать отсюда. И как-то пытаться завалить. Ну, хотя бы я души заберу. Поэтому дальше вот этих ступенек я, короче, не отхожу. Там мне будет потом души не забрать. Ну вот, когда хотя бы они втроем бегут на тебя, уже лучше. Подумал, кто швыряется. Здравствуйте. По-моему, вот где-то здесь спидранеры делают срезку. Если я не ошибаюсь. Пролезают текстуры и все. И баста, карапузики. Какие здоровые хреновины. Но они не нападают. Прям подозрительно. Что я тут делаю? Бля, так кто-то очень большой. Тихо. Так, мужик, давай раз на раз за гаражами. Выходи. А он там в текстуру, он в эту стенку уперся и все. Бля, у него что-то хп до хера. Ну мы давай тогда вот так поступим. Была не была, мы через текстуру его будем. Ай-яй, не получилось. План капкан провалился. Ну вот как-то так. Просто тоже от балды его запинал. Может быть, еще рановато просто с такими пушками не бегать. Надо их хорошенько прокачать. А что, это не цель даже? Да ладно. Как это не цель? Здрасте. Ой, бля, дед. Дед валит. Аккуратно себя ведем, дедуля. Надо еще похилиться. Так, давай. Оп. Да как? Ты что не парируешься? Вот уже как-то с горем пополам с ракет наковырял. Тут кто-то еще ползает.
Да нет, я думаю, не пора. Давай чуть-чуть еще. Так, азарта добавим. Так, прежде чем... Ты откуда все лезете-то, я не понимаю. Может, колоколит кто-нибудь, а? Вон эта гнида наверху колоколит. Твою мать. Ну и чего? И как мне добраться? Ладно. Да, вот, и дед, пожалуйста, тебе сразу. Она, короче, будет их кастовать. Я, значит, неверно прибежал. Какой-то малый тонитус я вытащил. Я не знаю, что это такое, но потом посмотрим. Сейчас не до тонитусов. Короче, они заново встают. Мне надо выше, получается. Выше, но все равно я буду спускаться ниже. Да, каламбур, блядь. Да, твою мать. Я же не подыхал. Вы откуда все беретесь-то постоянно? Что за дела? Может быть, да, за них даже вообще не дают даже ничего. Они просто респаунятся и все. Ну кто тут колоколил? Бля, это труба. Стой! Что происходит? Я вообще не врубаюсь. А! Просто каша. И она их убивает, кстати. Ладно, я, короче, теперь вниз точно не пойду. Внизу я типа все осмотрел. Сейчас посмотрим этот, как он. Выбегая наверх. Я вообще просто, ну, я не знаю, правильно ли я бегу, нужно ли мне это. Что я взял тогда? Я взял какой-то этот. Малый тонитрус. Ударьте о землю, чтобы высечь голубые искры. Это, видимо, одноразовая какая-то штука. Ясно, бесполезняк, короче. Я запнулся там за камень, твою мать. Даже, блядь. Такой хидетака, такой хидетака просто вообще. Он даже в уголки, блядь, даже в уголки камни позапихал. Просто чтоб ты спотыкался, как падла. Но вот эти вот гадины, которые колоколят, что-то уже бесить начинает, реально. С подачки. Так. Отсюда. Мы идем вот сюда. И тут получается, да в принципе это то же самое, что и вот тут. Только выше. Они приблизительно похожи, но кто звонит-то? Ну вот какая падла названивает, я не понимаю. О, полный фэшн, короче. Ага. Они на меня бегут, а эта штука их убивает. Все, уже не бегут. Проверяем. Понятно, это ваншот. Так, с крыши вот это падла, вот она стреляет. У нас только так амигдалы разные. Ну, точнее, есть такой же босс амигдала. И вот он точно так же атакует. Таких амигдал почему-то тут по крышам сидит. Что с ними делать, я не знаю. Причем до босса локации спидрунеры-то носятся вот сюда. Вот, ну вот туда, короче. Я не знаю, в какую сторону. Короче говоря, я, скорее всего, это как локация, мне кажется, она будет круговая.
Просто я иду с другой стороны. Плохо, что не дают нормально осмотреть. Ты просто несешься на пролом. И все. Куртки хоть можно собрать. Давай, мужик. А дед он точно от старости умер. Давай, я хотел с удара на тебя упасть. Понятно? Вот так. Так, снова, да, короче. Прям нужно лететь на пролом. Причем вот в эти штуки. А слушай, мне сюда можно забежать. Еще кусок кровавика, третий. Стоять. А, тихо, 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 тихо. Все, и прям до конца, твою мать. Все, минус 49 тысяч. Яу! Пидорасы, блядь. Я вообще не удивлен. Когда у тебя на кону большая сумма, тебя может вообще любой моб убить. Классика. А тут, в принципе, ты знаешь, прокачка это. С тем, то, что у меня сейчас уже есть по прокачке, я могу добежать до финального босса. Ну, как бы и пройти. Это так чисто, наверное. Чтобы было поприкольней, что ли. Но пушку я уже какую-то могу качнуть. Я вот думаю, просто бегу вот и думаю, какая же мне нужна все-таки, двойные клинки или этот какого. Вот мои там 2000 отголосков целых. 3500. Угу. Не встает, она их лупит лазером. Может тут этот фармом заниматься? Колокольчик прогрузился. Ну здравствуй. Здравствуй, колокольчик. Там, где вот тюрьма, мужики с мешками, вот эта локация. Я вот там вот наверху тоже, вот колокольчик еще один. Я его зажигал. А потом там внизу бегал. Я понял, где я нахожусь. Причем это одна локация выводит на другую, походу. Табулька где-то рядом. Очень подозрительно. Три мужика. А кто звонил? Тогда вниз посмотрим. Я вот заметил то, что я все время иду как-то вниз. Я иду как-то вниз немного и направо. Постепенно меня поворачивает. Какая-то собака неугомонная. Так, а это на этого мужика надо падать. Да, вот отсюда он меня стрелял. Где он? Все, вижу. Вижу. Да и ладно, и не добил. Вот урод. Все, в принципе, да? Здесь с этим понятно. И как главное успеть стрелка. Ля.
Если бы я успел стрелка завалить, тогда был бы резон уже драться со вторым. Можно, в принципе, его еще камнем швырнуть. Не, все равно стрелок там прямо он стоит ко мне лицом. Он меня видит очень хорошо. Только я швырну у него камень, сразу же мне хана. Стой, 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 штука. Целых 2 куска кровавика. Слушай, ну есть резон даже, по-моему, целых 2 даже пушки прокачать. Чик, оп. Давай, иди сюда. Собаки. Бля, я думал, не потяну собак. Двоих. Что-то они какие-то борзые. Опять он уже 11 косарей собирается. Так, давай первого. Вот иди сюда. Стрелок не обратил на меня внимания. Значит, давай мы так их и будем пробовать привлекать. Привлекать к ответственности. За мои 49 упущенных косарей. Че ты, слышишь, туда идти? Бля, вот эти ребята по-другому атакуют, поэтому... Все, нормально. Клинки были как-то получше, чем пила. Ну, они просто быстрее атаковали, но они атакуют быстро, но меньше сносят. Бля, откуда он взялся? А, ну да, у нас же, блядь, тут все в этой локации встают, никак не крути. Пиздец. Ну и что с ними делать? Че они все встают? Что за хрень? 8 пузырьков крови дали. Ну ничего себе. Стой, мужик. Костер сломан. Ты не можешь их реально тут убивать. Ты их лупишь, они обратно встают. Так, проверяем точно. Или это такая же просто локация? Ебать. Стоять, кто там? Чё ты за хрень, блядь? Пизда, они просто налетают со спины, крадутся и забивают тебя нахер. Что-то жесть какая-то. Может, в другую сторону пойти? Вот прямо от костра. Что-то там как-то тяжело все идет. Я, короче, походу ошибся. Не та локация. Они просто похожи. Вот такая штука была уже. Тюрьма там, тюрьма какая-то там, бла-бла-бла. Так, давай, короче, на пролом. Стой. А мне не туда. Пиздец, она разошлась просто. Все здоровье меня нахер сбрила. Давай попробуем того костра в другую сторону бежать. Может быть, завалив вот этот возродившийся. Может, он их поднимает просто. Его сначала надо завалить, а потом уже всех остальных. Ну, как бы бежать в другую сторону, куда я бежал. Не то. Да, вот это. Не зря он возродившийся называется. Да? Попробуем теорию эту. Сначала босса завалить, потом локу чистить. А вдруг? Так, вот отсюда прям. Полетели.
Грамотные люди вот пошли. Блять. Деда? Ты что, дурной? Вот здесь спидранеры сокращают себе путь, падая вот туда. Я ж потерялся, откуда я прибежал вообще. Отсюда вроде. Вот так вот я прибежал. Все. Но здесь эти ребята, кстати, пока не встают. Что ж. Устройство не работает. Все отлично. Это, короче, срезка. Возможно, к боссу. Но это не точно. И они обратно все встают. Да. Чумовая лока вообще. Причем тебе... ну... Отголоски крови насчитываются только после того... Ну, после первого убийства. А потом... Все, ты ничего не получаешь. Просто среди вот этой каши, кто из них? Что-то мне сдается, кстати. То, что вот эти вот уроды... Что? Еще живой, что ли? То, что вот эти вот уроды, которые висят у нас, амигдалы эти здоровенные, на зданиях. Это они названивают и поднимают этих. Ну как их прогнать? Потом нормальная локация обойти уже. Либо просто вот по спидрату все бежать. Прям на пролом. Пиздец. По мне так вообще вот крайне несправедливое дерьмо. Максимально ёбнутая локация. Когда... Нет. Когда и без того сложные боссы, мобы встают просто так. Так, сначала стрелка. Хотя можно прям и отсюда вот прыгать. Но это погоды не сделает. Так, ну я все, что нужно, я в том про эти переулки-то взял. Просто по спидрану пролетаем это дело. Делать тут больше нечего. Дальше вперед. Здесь лампа не работает. Все, они за мной не... Да не бегут они. Блять, не бегут. Все, Клазима Калий. Ну да, да. Открывается с другой стороны. Кодзима, какая Кодзима-то? Хидетака. Хидетака умеет подставить. Я вот о чем. Ага. Он нам нужен один. Иди-ка сюда, малыш. Вот по-любому, хоть и мелкий, но самый бешеный стопудовый из них. Вот. Чего, блядь? Это вообще что сейчас было? А, они все сбегаются. Неважно. Ты должен троих прям лупить. Разделяя властву, да? Либо пробегать через них. Просто ваншотом залупили. И все. Причем он даже до меня добежать не успел. У меня просто за мной поток такой электричества несется. И все, причем наводящийся. Но я хотя бы лампочку зажег. Меньше бежать. Да. Пока, ну да, я говорю то, что снизу вверх эту локацию открываем. Соответственно, скорее всего,
Ее и надо будет задом наперед, получается, проходить. То есть, по идее, я сейчас бегу от сложного к легкому. Ну, если так визуально представить, что весь уровень это начало легко, а конец сложно. Но это не точно. Ау! Зачем мне это сделал? Ладно, похер. Давай попробуем с клинками, короче. Также по-прежнему несемся на пролом, не сюда. Я не надеюсь уже тут какие-то собрать очки, отголоски. Тут, как говорится, не до жиру быть бы живо. Это открывается с другой стороны. Да пошел ты нахер. Блять. Как они меня оттуда видят? Они, по идее, должны заканчивать бежать за мной. За дверью. Так. Блин, мне кажется, что босс вот там, по прямой. Но это не точно. Че, вниз или вперед? Давай вперед, наверное. В прошлый раз я побежал вниз, они сразу за мной ломанули. Вон он, босс. А нет, это даже не босс еще. Че, они за мной все бегут? Плохо дело. Я же реально запутался, где я нахожусь. О, малой. Ну, жира у него хоть отбавляй, я скажу. Ходим, атакуем по чуть-чуть. По идее, он не должен... Блять, вот еще остальные прибежали. У одного пушка. Где-то у них жира. Ну и сносят они, соответственно. Стой, давай попробуем парированием его гопнуть. Иди-ка сюда. Нихуя. Как порося завизжал. Так, ну эта пушка хотя бы у него побольше сносит. Не знаю, в чем прикол. Нападло. Я только отхилился. Тихо, 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 тихо. Да, мужик, успокойся. Да, это было жестко. 5000 за него дали. След когтя какой-то. Ну это руна. А тот... Ну мне просто повезло то, что они за мной побежали, и этот мужик внизу остался. Я даже не знаю, где он почему-то исчез. Че, тупик? А почему он исчез-то? Это подозрительно. Когда тут что-то внезапно происходит, я думаю, что это какого... Ну, не по сценарию, скажем так. Если за тобой кто-то не бежит, то значит он где-то прячется и заглючил. И он может в любой момент просто напасть на тебя. Редко случаются приятные глюки. Эта дверь куда? Ага.
Это мужики с мешками же. Да я вообще эту локацию понять не могу. Она просто точь-в-точь, как по локе, который я бегал. Да, вот проход. Отсюда я видел босса. Вот отсюда как выходишь. Сюда вот так чик. Вот он, босс сидит. Тихо, блядь, я чуть не упал. По-любому же это босс. Но он слишком большой, если это не босс. Он не может быть. А вот призыв. Короче, я очень сильно походу запутался. Там как-то вот локация-то называлась, какая-то тюрьма, короче, которую меня мужик с мешком утащил. И я очухивался где-то вот, ну... Так. Еще ниже можно. Сюда и сюда попал. Хорошо, я понял. Я не знаю, есть ли смысл на второго бежать с пушкой, когда у тебя 6 хилок всего. Но по идее они вставать не должны больше. И на него можно, по-моему, прибежать вот отсюда. Ну, это типа мага, короче. У него быстрые атаки тростью, блять, второй пришел. Вот это плохо. Я ничего не вижу. Да, ну, когда камера вот так вот перед мордой у тебя крутится, вообще ничего не понятно. Это босс, как его, что-то там имя у него. Не знаю, может быть это тот ты есть, самый возродившийся есть. Хотя нет. Это какой-то мохнатый. Так, смотрим. Малой должен тут стоять, по-моему. Давай попробуем еще раз добежать. Сейчас даже, по-моему, не вижу смысла как-то, ну, точнее, хилки фармить и так далее. Смотрим. Если малой не стоит, тогда надо думать, как их вытаскивать по одному отсюда. Стой, блядь. Охуенно почитал записку. Вот этих уродов, которые бегут за тобой, слышишь практически в последний момент. Ночные ритуалы алчут дитя крови. Найди ребенка и прерви его истошные вопли. А, так это Мерго вообще. Это про Мерго речь. Я слышу, типа, детский плач. Мне нужно найти этот, как вам, коляску. И, ну да, малого нету. Мне нужно найти коляску, короче, и завалить. Того босса, но... Подожди, а где возродившийся тогда? Стой. Попробую максимально у него хп забрать. Так, все, мужик, стой. Вон он, кореш его бежит уже. Бля. Ай, тихо. Ну. Пиздец, ваншот вообще. Это, короче, как те тени Ернама. Только они все с разным оружием. И все шотают.
Быстрые мечи быстрее сносят. Ой, меньше сносят. Ну давай попробую, конечно. Переключить-то недолго. По-моему, это единственный, кто вот в этой локации не поднимается. Это вот эти вот 3 урода. Но пока только цель их заковырять. То я только по-другому. Вот эти пухи, они хороши, пока у тебя полная зеленая полоска. Полоски нет, ты начинаешь очень медленно и очень маленьким кинжалом бить. В этом проблема. Вот я до него не дотягиваюсь. Вот в чем дерьмо. Пилой размашистый удар. Он у меня просто тыкает своей этой херней. Ай-яй-яй-яй. Блять. Ай-яй-яй, хилы кончились. Где это говно? Короче, если они меня не окружат, то можно бегать возле этой штуки. И вот так вот их по чуть-чуть поебывать. Будет долго, но плюс-минус эффективно. Потому что вот ты вокруг этой колонны бегаешь, ты вниз, вверх там и так далее, но тем не менее они за тобой не успевают. И причем с пилой надо это делать. А так у них у одного пика, у второго трость. Причем они до одури прокачаны, судя по всему, как они просто мне выносят. Ближними атаками их не залупить. А как раз вот эти клинки, в чем прикол-то их? То есть, плюс в том, что у них быстрые атаки. Но минус в том, что у них короткое расстояние. Пилы замах хороший. Вот просто сравнить пилу и сравнить клинок. Видишь, в чем разница? А клинками бы я каждого ковырял моба. Ладно, я сейчас, короче говоря, заточу еще на собранную здесь вот, на собранную здесь кровь. Я еще качну эту пушку, качну пилу. Клинки пока оставлю, потихоньку буду прокачивать ловкость. Клинки пока оставлю до лучших времен. Ну и заодно эти осколки, точнее куски кровавика пособираю. Пока побегаю с пилой. Ничего страшного. Пила тоже хорошо бьет. Ну, надо думать, оружие, которое у нас на главной обложке игры, что оно не может быть херовым просто. Не по-хидетаковски. Давай, мэн. Да, кстати, и привычнее как-то с пистолетом уже работать. Но пушки тоже я Пушки я тоже того самого. Ну, вот эти вот двойные клинки как-нибудь буду применять. Допустим, на каких-то боссах подойдут. На которых только быстрые атаки, самое то. Серьезно, монеты. Вот урод.
Ну там, по-моему, наверху мне за кого-то дали взять 2 пузырька. Поэтому у этого не было ничего. Тут тоже коктейль. Коктейль вот давненько не попадался, это точно. Сейчас мы пушку качнем. Этого хватит. И потом еще раз сбегать. И можно дальше тратить этих уродов. Я не знаю. Жесткие они, конечно. Но, по-моему, эта тактика должна сработать. Тактика галактика. Просто бегаешь вокруг колонны. Ты можешь, в принципе, я так полагаю, что с разных сторон подойти в эту локацию. К этим тремя, ну, к этим трем. Ты можешь подойти, где все? И дед укатился. Дида. О. Что желаешь, я? А деда нет уже. Да. Да. Плюс 7. Ни хрена она атаки добавила. Серьезно. Подожди, а что еще? Нет, 5 нужна. А у меня, по-моему, их 3 только осталось. А, еще бы 1. Я эту пушку, короче, тоже буду по максималке качать. Все равно это явно не последние кровавики-то в игре. Попробую 2 параллельно пушки качать. Насколько это возможно вообще. Но первое в приоритете будет все-таки пила. Так или иначе, что пила, что... Пила вообще, она на силу идет скалирование и на ловкость. А вот эти вот 2 маленьких клинка, они идут в основном на ловкость и тайну. Силы там вообще никак. Поэтому, по идее, логичнее, конечно. Есть у тебя пушка. Ну, точнее, ты знаешь, где взять эту пушку. И ты прям с начала игры вот под нее и вкладываешь в первого этого. В первой локации ты прям туда и вкладываешь, короче, все ресурсы. Есть места для фарма, ну вот они, эти места. Вот. Место для фарма хилов. Правда, их не всегда дают. А так, пока вот я единственное место для фарма подходящее нашел, это вот где здоровенный этот мундул стреляет лазером вот по этим бабкам с серпами. Вот как-то тут, по-моему, 4000 что ли, или сколько там, 3500 что ли мне пролетело просто за пробег. Тупо мимо них. Я думаю, неплохо так. Скорее всего, мне так кажется, то что в этой игре локаций гораздо меньше для фарма, чем в Dark Souls, допустим. Можно что-то для себя, я думаю, найти, но, по-моему, интереснее так бегать. Просто бежишь вперед, и у тебя сами по себе чик-чик-чик очки собираются. Ну, не знаю, может быть, я что-нибудь найду. Подходящее прям. Так, чё, пойдем траить, короче, этих хлопчиков, да? Попробуем эту теорию. Бегать вокруг. Плохо, что когда агрится один, тут же подрывается и второй. И они тебя вдвоем запинают.
Я на малого-то на одного сколько там, хилов 10, наверное, потратил. Тут же прилетает еще 2. Так, давай, часовня. Столько мест вообще в этой локации еще не исследованных, вообще кирдык. Значит, босс. Вот как они падают к боссу спидраннера? Получается, они еще ниже. Прям на самом дне этой локации. Босс. Сука, все равно попал. Тихо, собаки, да? Собаки? Втроем прибежали ко мне. Блять. Один просто с подачи. Твою мать, чё вы жесткие-то такие, а? Пиздец. Вы беретесь. А, этот уже прибежал, этот уже драться со мной собрался. Так, четко, прям в удар попадаю. Тихо, тихо, тихо. Стой, мне бы пройти туда. Аккуратно себя ведем. Не второй нужен, вот этот. Ага, он, сучка, отбегает. Вот так, вот так вот. И вот так вот. До свидания. Вот она, тактика галактика. Давай второго. Пока ты на ступеньках, они не очень попадают по тебе. Тихо, 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 мужик. Блять, ну он же, естественно, будет не по одному удару тебя херачить. Я так полагаю, он какой-то ваншот, да, вот зарядил себе. На свою пуху достал. Давай. Сколько-то долго бегать-то будем? Да. Кто-то вроде ваншота был. Ладно. Они же заново не появляются. Слава богу. 10 хилов на каждого. Какой предмет? Ртутные пули 20 штук. Серьезно? Это все, что выпало, да, с них? Короче, по 5 сноса за этих уродов и просто пулек дали тебе чуть-чуть и все. Да. А, блин, я не знаю, вниз. Давай сюда уже, по-моему, так у меня и не получилось же сюда выбежать. Или получилось? А, тут колонна. И тут эта жижа бегает. Босс вон там впереди, кстати. Босс впереди. Тут еще один какой-то босс. Возможно, это побочный был. Я узнал это место. Босс реально впереди. Там вот, где эти штуки ползают. Мозги похожи. Так, в самом низу у нас тюрьма. В тюрьме только эта штука ходит. И, по-моему, я тут все собрал. Дверь открыта, по крайней мере. Так, давай теперь на второй этаж сходим. О. Песчонку нашел. Второй этаж.
Ну что ж ты, камера-то, блядь. Что ты прыгаешь? Так, вот с этой штуковиной я ничего не очень хочу драться прямо вот в этом коридорчике. Будешь бить меня? Да, она прям по коридору прыгает за мной. Падла. Блять. Отвали. Чисто на одном хп тащу. Ну, она атакует, в принципе, так же, как и оборотень. На этом, на большом мосту. 4200 за них. Неплохо. Не знаю, надо вторую валить или нет. Пусть ходит, наверное. Ладно. Это как оборотни реально на мосту, только более мутировавший. Так, отсюда куда мы? Куда мы выходим? Вот тут что-то такое. Слушай, я что, тут не был? Безумцы без продуху вершат тайные ритуалы, пытаясь притянуть Луну. Раскрой их секреты. Да, главное, конечно, чтобы они не возрождались. Еще 2 куска кровавика. Я вторые пухи могу вкачать. И все, я могу взять этот предмет, и мне за это ничего не будет. Хидетака. Какой, блядь, а? Ничего не будет, серьезно. Так, ладно. А здесь ты заходишь. Вот, когда тебя мужик из собора вот этого вытаскивает, ты вот прямо вот в этой точке просыпаешься. Эта локация, точная копия той самой, там какой-то кошмар, там что-то такое. Но причем это является другой локацией. Давай второй этаж осмотрим. Ну это к боссу, по-моему, ход. К этому. Ну, не знаю, второстепенный он, походу, получается. Все, да. Если что, его на закусон оставим, пока не пойдем. Пока меня интересует, что там наверху вообще, и как... может быть, есть какой-то костер или срезка. Но главное, что вот этих троих я завалил, уже хорошо. Так, отсюда я выбегал, там внизу ничего, да? Там тупик. Теперь вот здесь. Стрелок по-любому наверху. Бля, тут еще можно завернуть. Классика, какая-нибудь херня на крыше. На потолке висит. Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, тут много такого, да. Срезка. И с этого, да-да-да. Хорошо. Че это вот, интересно, за костер такой горит? Причем там он был испорчен, он не работал. Давай-ка мы стрелка сначала хлопнем. Еще один? Да, их тут 2. Блять, трое.
Плохо, что они ж заново сейчас все поднимутся. Это реально как-то локация, надо очень быстро все отследовать. Ну, босс по-любому тут прямой просто. Еще одна срезка. Это вот когда я... Сейчас устройство не работает. Теперь работает. Это вот то, что в начале с этого... В начале уровня бежишь, только сворачиваешь не вниз спуск, а вот тут. Вон там дед сидит. Ну вот и все. Теперь уже можно в самом начале бежать не налево, а направо. Не просто одно дело мобов на целой локации копировать. Но местами тут очень ну как бы очень одинаковое все. Слушай, а возродившись это у нас получается. Эй! Почему я урон получил? Вот этот стрельнул у меня. Возродившись это у нас оказывается не тут, а вон там. Вон он там тусит. Равнёхонько. Зрите бледнокровные небеса. Ок. Бля, хочется-то туда вообще сбегать. Слушай, а там, по-моему, тупик. О, чика, которая всех поднимает. Я не знаю, кто от нее сдохнет, но, по крайней мере, это как он. Кстати, у меня как раз 29 косарей набралось. Прежде чем лететь к боссу. Мы сейчас еще попробуем качнуться, если я выживу после стычки вот с этими двумя. Или трое их там, я не знаю. Но явно их лучше на расстоянии держать. Что это за хрень, а? Ну, урон она наносит. Кто бы сомневался. Не знаю, может быть, тут что-то надо применить 508 раз, там, встать в какую-нибудь позу, там, и что-то появится. Оу, оу, ма. У них тут, сука, рваная. У них тут сходняк самый натуральный. Что там? Вот уже до низа добежал, где спиланеры приземляются. Дранеры. Ну да, да, получается, вот они все скипывают, вот эта локация. Чика туда и вниз. Но мы же не ищем легких путей, правильно? Так, короче говоря, с каретами надо быть аккуратнее. Но так как с одной такой курвы выпал один кровавик, по-моему, есть резон. Тут как бы их всех немножко того этого. Тем более срезка открыта. Че, ты за мной побежишь? О. А то я не знаю, где этой штуки зад, где перед. Тихо, тихо. Да. Отличный у нее размах просто. Ваншот. Ну почти. Бот, кстати, нечто подобным будет. Просто вот мешанина такая. И непонятно чего. Теперь мне выгоднее сверху бежать туда.
Хотя без разницы. Да, да, заболеваю. Точнее, болею-то уже давненько, но это такое. Нос закладывают. Вот. Теперь будем туда бегать через духовную вот эту деревню. Ну, короче, с самого верха. Срезка есть. Сейчас сначала я очищу, ну, посмотрю, что у нас падает вокруг вот этого вот собрания там вот этих уродов. А потом уже будем босса травить. Здравствуйте. Где? О, наверху. Это придется валить. А дед не мешает. Дед тебя не успевает запалить. Ты быстро пробегаешь. Это нормально. По идее, в принципе, вот и вся локация. Ну, максимум ты там чуть-чуть что-то упустишь, конечно. Такое может быть. Как его, да? Вот что пуха прокачанная делает. Поэтому мы сейчас будем забирать душа, качать на 1 уровень ловкости до пушки. Так. Сначала вот эту колозвонщицу надо завалить. Неизвестно, кого она поднимает, но кого-то поднимает определенно. А там тупик. Бежать там некуда. Вот тут вот, скорее всего, срезка. Да, босс внизу у нас находится. Это по-любому. Шли души выковыривать, короче говоря. А где они? Вот так не говорите, что они прям в этой падлы. Либо в этой, которая сидит. Ну. Новые враги еще немного не привыкли валить. Где души мои? Алло. Ладно, сейчас мы с подкрадулей бахнем эту курву. Остальное добьем. Молниевая бумага. Это для босса. А вот и кусок кровавика. Подожди, а где же тогда мои души? Туда я точно вниз не спускался. Короче, они наверху, может быть, у кого-то. Это? Нет, глаза не светятся. Бля, у кого души-то остались? Этого я завалил, пока сюда бежал. Тут тоже никого. Куда 30-ку дели вы? Да я тоже не подходил, они тут быть не могут. Что-то я не врубаюсь вообще. Вот они где их заныкали, причем я вообще не тут умер. Такие уроды вообще. Вот этот меня, кстати, расклад устраивает. Пока за мной бежит один. Так, что за него волшебно дадут? Но большое нихера. Следующий.
Давай, давай, давай. Главное, чтобы двух не сагрить. Их тут 4 штуки. Зеленой полоски стамины мне хватает ровно на то, чтобы его завалить. Иди сюда. А, их тут 3. Я думал 4. Да, это ваншот, да? Да нет, вроде. Отвали. Очень было похоже на ваншот. Некоторые так хватают и с концами. Что это такое? Вот за хрень, я не понимаю. У нее прям какой-то звук исходит еще. Так, короче, осматриваемся. Обратно на мост. Че, собираем хилки и пошли босса троить. Молнией бумагой его лупить надо. Это нитрус. Надо лупить молниевой бумагой. Кстати, по-моему, у нас здесь Николаш будет. Или за боссом Николаш. Ну, когда ты попадаешь в вот этот сон кого-то там, короче. Короче, Миколу где лупить, локация. По-моему, здесь открывается. А может и нет. Хер его знает. Так-ка мы, наверное, и тут все пособираем. Просто, чтобы потом, если что, на пролом лупить. Я все-таки, может быть, мне ресурсов хватит сразу 2 уровня вкачать. Железный шлем с черным колпаком. Это, короче, мне дали только что одежду. Вот этих вот ребят, которые на меня нападали. Хочешь такое? Можно другую шапку еще. С них тоже упал. Сатана. 40, 10. Что там 10 против ударных? 50. Да, это фигня, короче. Вообще разницы между ними никакой практически. Поэтому будем бегать в стандартной одежде. Но Bloodborne это не про шмотки. Ну, как бы ты их можешь одеть просто как визуально тебе нравится. Все остальное это никакой роли не сыграет. Так, тут у нас все. Дальше идет босс. Но подожди-ка. Оп. Знание безумца. Знание безумца. И тут аналогично. Вот правда же, прям боссом фонит. Я думал, что какая-то срезка, что ли. О, анычка нашлась. Так, давай хлопаем всю кровь, которая есть. Да, я думаю, запросто на 2 уровня мне хватит. Но все равно качаем ловкость, потому что она пригодится, эта ловкость, для обоих оружий. А что, все что ли? Я думал, у меня крови больше. Так, что там, 28 на 20, ну, на 2. Я туплю. 56. 56 это получается. Короче, я когда закончу фармить хилы, тогда мне хватит ровно на 2 уровня. Та-да!
Кстати, по-моему, вот эти вот два парных клинка. Я, конечно, проверю, но, по-моему, их нельзя намазать бумагой. Да. Они не мажутся у нас вообще. Ну, потому что заработанное какое-то а-ля тайное оружие, там, все такое. Вот эта пушка запросто мажется. Так что босса будем этой пухой ковырять. По-любому. К тому же он большой. Чтобы мне можно было до него дотянуться хорошенько. И как следует понадавать ему по жопе. Я, наверное, там кровавиков насобирал. Не знаю, может быть, даже эту пушку можно будет дважды качнуть. Сейчас мы это дело проверим. Раз. Сколько не хватает? 8 штук, а у меня... У меня 5. Еще бы 3. Ну да ладно. Ну можно вот эти двойные клинки качнуть. Я пока оставлю, наверное, куски вот эти вот кровавика. Пригодятся еще. О, ни хрена. У меня этот дядька с одного удара умер. Ну это-то понятно. Ну-ка, сколько ударов у меня займет оборотень? Не вижу ни хрена. Ай, раз, два. Оборотень. Ну, раньше, по-моему, я с 6 ударов его убивал. Сейчас он убивается за 2. Шикарно. Сейчас мы будем боссу, наверное, очень-очень лютый урон наносить. Если я не ошибаюсь. Тем более, да, если намазать пушечку. Он у нас как раз резисты к этому, к молниям. К молниям имеет. Ну, чё ж... Бля, они меня в угол загнали и все, и лупят, стоят. Суки, блядь. Ладно, все равно бежать. Теперь надо просто чуть-чуть аккуратнее к ним подойти. Первый раз, по-моему, они меня тут завалили. Там полтинник у меня лежит, поэтому сейчас может каждый моб может быть смертельным. Здорово, Серег. С двух ударов он убирается. Странно, а почему же я тогда его в прошлый раз с первого ударил? Ну, и он умер. Это странно.
Ну, пила реально мощная. Клинками, по-моему, получается, надо, ну, ударов, наверное, 6 нанести, либо 2 удара пилой. Есть разница. Так, ладно. Подожди, не. Того-то тоже надо убить. Ну, если ты много пулек, пузырьков крови про запас собираешь, они у тебя плюсуются, кстати. То есть сидишь и так вот целый день и фармишь пузырьки. Вот в это вам, души мои. Оп. Сидишь вот так целый день, фармишь пузырьки. И потом можно спокойно от костра до костра бегать. У этого аж 4 пузырька было. Я он как комар насосался крови просто. Так, ну и давай, где тут? Традиционно забегаем. Все, я думаю, мне хватит на 2 левела. Пушку не надо ремонтировать. Хилы собраны, патроны тоже, так что нормально. Единственное, что еще можно поставить, чтобы вмещалось 23 пузырька крови. Но надо сначала посмотреть, как у меня босс будет укладываться. Может быть, даже и бумага не пригодится. Просто ворвусь с 2 ног ему и сейчас шею сломаю. Я не знаю, насколько у меня круто прокачана пушка. Но пока, судя по мобам, в принципе, неплохо. Я тут же забыл, что надо делать. Давай. 2 уровня. Вот так. 341 оружие от правой руки. А если его намазюкать, то там, наверное, вся 500-ка будет. Запросто. Угу. Вот этот Танитрус опять тут появился. До этого его не было. Какая-то пушка. А просто так его наденем. Хе-хе-хе. Секрет шницель Туцера. Эту штуку дали босса ковырять. У нее атака молниевая. Типа, если прямо сейчас, прямо здесь ее вкачать на очень-очень хорошо. Чё там? Угу, скалирование у нее D и ловкость, ну и тайна заодно. Урон небольшой, но если ее, короче говоря, на плюс 8 также прокачать, то вот именно этот босс сдохнет еще быстрее. Так, давай, духовно где? Давай, наверное, сейчас сходим перед боссом на перекур, да? Через 3 минуты я подойду. Мы будем пробовать убивать эту сволочь. Все, давай, на паузу. Сейчас, скоро буду.
Или на босса. Уже как-то еще, да, можно быстрее бежать. Сначала без молнии его попробую так. Посмотреть вообще, как он себя ведет. И там можно было на крышу, по-моему, спрыгнуть. А что эта штука здоровая? А, она уползает и тут застревает, короче, я понял. А это даже еще не босс. Это продолжение локации. Замечательно. Блин, вот отстой. Отвали ты от меня. Не совсем понимаю даже. На круги наворачиваю. Попробовать, может быть. Стой, стреляй. Оп. Значит, туда можно пройти. Тут ходов полная жопа. Все, он застрял? Да, он застрял, он за мной не бежит. Тут еще какой-то спуск. Вон там, значит, вот он там, босс. Я был близок. Ладно. Осмотреть купальню. Допустим. В прошлый раз, когда я смотрел купальню, меня перенесли в какой-то другой уровень. Это телепорты, что ли? Где я нахожусь вообще? Я как бы узнаю локацию, но тут же опять же и не узнаю. По-моему, можно отсюда вернуться. Слушай, сколько тут кусков кровавика. Закачаться можно. Кстати, еще плюс 1 уровень пушки можно вкачать. Я реально уже запутался, откуда я бежал, откуда я пришел. Угу. Вот на эту крышу я говорил, то, что можно спрыгнуть, когда ты едешь на лифте. Просто по лифту узнаю. Понятно, где я оказался. Можно обратно возвращаться. Такая какая-то мини-срезка, что ли. Я хоть там оказался-то.
Так, да-да-да, тут тетка стояла. Давай мы попробуем вниз слезть. Чтобы оказаться прямо перед боссом. Подожди. Хотелось бы, конечно, тут все посмотреть получше. Ну, арена с боссом, вот она, это точно. Сейчас давай мы пробежимся, что ли. В ту сторону. Так, тут босс, это точно. Здесь можно призвать кого-то. Призыв Антала. Хорошо. Если что, будет подмога. По-любому что-то вкусное еще лежит. Долбались своими знаниями безумца. Но это чтобы призывать, наверное. Не будем, наверное, с ними драться. Так, оббежим. О, херовенькая идейка была. Так, тут у нас ничего. Пытаюсь все быстро осмотреть. Все. Я потратил 2 хилки, но хотя бы... Да, блядь. Да твою мать. С двух сторон просто, и сверху, и спереди. Но мне только прыгать. Ваншот. Хер знает, как от них пробегать, но в принципе я все осмотрел. Ну, это жесть какая-то. Тебя из моста стреляют. Там мужик с ружьем. Еще и вот эти вот с коробкой, которые, ну, вместо ног у них сундуки. В принципе, если здесь вовремя прыгнуть, то можно открыть срезку в срезке. Вот здесь. Можно просто в тупую бежать. О, вот и душа моя. Тихо, тихо, тихо. Я успел. Как-то зигзагами надо бежать, чтобы никто не попал в меня. Не потому что все стреляются. Все, давайте мне босса уже, наконец. Ха, падла. И второй попал. Вот уроды. Все, босс, наконец-то.
Тут фантазия Хидетаки поперла просто со всех щелей. Я думаю, еще придется поучиться хотя бы до босса добегать без урона. Здравствуйте. Может быть и думал. Тихо, лечимся. Прям максимально хп держать надо. Пол здоровья. Добиваем. Ваншот от чего? Бля, только молнию улепил себе. Думал, сейчас добью. Нет. Я не знаю чем, но он чем-то ультанул, и у меня просто слетело все здоровье нахер. Короче, стандартово надо лупить сбоку где-то. Причем я даже не заметил вообще, откуда мне урон прилетел. Что делать? Классика жанра, да? Боя хидетаковского, когда ты видишь только босса в эмуде. Кто там, что там тебе ударил, ты вообще не понимаешь. Блять, все догоняют. Я вообще ничего, я себя не вижу. Я не знаю где. Сейчас в подачу 2 удара прилетает. Раз. Там, наверное, второй летел. Так, рожа, где она твоя? Там кто-то сверху просто шмаляет по мне. Вот в чем проблема. Я ничего не понимаю, что происходит. Я запутался где-то в ногах у него. Они мне просто... Что-то сверху на тебя летит какая-то вот такая фиолетовая субстанция, и все. И ты подох. Это странно. Скорее всего, тут надо считать, получается, удары. Ну, типа, бьешь четко несколько ударов, вырубаешь босса. Блять, ну ты-то откуда? Вот никогда он не бежал тут.
Четко считаешь удары. Ну, давай проверим, как быстро мы сможем добежать. Упс, я не там спрыгнул. Ой, все, короче. Тут получается, что я хотел сказать. Тут надо считать удары до вот этой ульты, получается. Потом отпрыгивать, бить еще. Наверное. Ну-ка, давай попробуем через мост пробегать. Бля, я не знаю, сюда забегал вообще. Ну-ка, со всех сторон просто. Да, ты сдохнешь, нет? Да, я сюда еще не забегал, кстати. Давай попробуем спуститься, вообще посмотреть, что тут есть. Чего это проход? Тоже кровавиков охраняет. Побудово у него куски кровавика. А нет. У него какой-то самоцвет валялся. Ну так или иначе ты все равно выходишь. Бля, я не туда побежал. Еще что-то лежит. Ну там руна какая-то. По-моему, у меня уже такая есть. Даже до босса добежать не дают нормально. Я, проходу, просрал вспышку, да, когда он вырубается. Ладно, не будем экономить на хилах. Вот, теперь меня ульта почему-то не задела, как, ну, практически. Я что-то там урон получил в половину от возможного. Давай, 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 тихо. А! Блять, от чего я подох? Сука. Чуть-чуть не добил. Ладно, сейчас сделаем. Может, хватит мне этих хилов. Все равно, если, в принципе, ты ульту эту переживаешь один раз, то тебе этих хилов достаточно.
сокращаем путь. Охуенно сократил. Блять, она еще живая. Подожди, я тут был? Да. Значит, мне наверх. Нет, мне даже сюда. В принципе, с такой скоростью, как я у него сношу здоровье, мне должно хватить лечила. Ну, то есть... Стой. А, да, все верно. Так, кстати, чуть-чуть безопаснее бежать. Определенно. На пути сколько там? 4 босса, моба. И сразу получил по щам. Так, босс вырубился. Тихо, бля. А где у него башка-то? Вот у него голова. Тихо. Ща ультанет. Какая-то жесть происходит, я вообще практически ничего не вижу. Он сильнее начал клешнями своими работать. Я вижу сообщение, но некогда читать. Что-то произойдет, я не знаю, какая-то жира, блядь, расплывается. Пизду, я еще хилюсь. Надо еще чуть-чуть попрыгать просто. Давай, хорош. Он сдох. Есть. Здорово, Степан. Какой-то желтый хребет мне дали. Ух. Ну ничего, получается, с какого? Со второго, с третьего трая я его завалил. Что за желтый хребет мне дали? Что это такое? Что это за дичь? Специальный материал в ритуале Святой Чаши. Короче, мне дали за него один расходник и немного этого. Немного отголосков. Шикардос просто. Ну ничего, хотя бы я завалил эту падлу с какого-то там. Со второго, да, трая. Тут еще какие-то, по-моему, ходы есть. Сейчас посмотрим, куда это все ведет. Ну, допустим. Слушай, это может быть от него прятаться тут можно? От босса.
Хотя вряд ли. Тут как раз вот эти вот чуваки стояли, которые в меня стреляли. Всякой дичью. Что там они там, огнем, по-моему, да, шмыряли? Но будет на что мне вкачать пару уровней еще. И пушку. На плюс 9. Молнии, кстати, можно убрать. В общем, в принципе-то так, босс такой себе, не очень сложный. Единственное, вот с этой ультой непонятно, когда он лупит. Ее просто не видно, потому что он очень большой. И когда он заряжает свою ульту, это видно только по его башке. Но заметить можно. Если вокруг него прыгать, обезьяна. Ghost Runner, ты уже спрашивал? Да, играл. А, не играл, я только видел. $16 хилов я на эту падлу потратил. Тут, короче говоря, у нас локация с Миколашем. С Колей локация. Там вот это будет у нас основной босс. Тут у них, я так полагаю, институт какой-то был или что-то такое. Они тут уму-разуму учились, а потом самовыпилились толпой. Мы будем по этому кошмару бегать. Сейчас я скажу, как эта локация называется. Кошмар Менсиса. Но, прежде чем туда пойти, мы пойдем вот сюда. Потом мы сейчас еще после прокачки попробуем замочить необязательного босса. И если позволит время, мы смотаемся еще в Кейнхёрст. Это побочная локация. Короче, это вот что там нужно. Следующее необходимо кровавый камень. Теперь у меня скалирование от ловкость D, тайна C, сила C. Нет, у меня завтра выходной. Я сегодня в ночь работал. Я за 2 суток вообще спал. Сейчас скажу. 2 часа 24 минуты. Так. Хлопаем вот этот бешеную кровь. И качаем 2 уровня. Если хватит. У меня, короче, сегодня была ночная. И теперь у меня 3 выходных. То есть сегодня отсыпной. Завтра и послезавтра выходной. Сколько мне не хватает? 3000, да? 3000 на следующий уровень. Ну, в принципе, осколки эти какого. Бутыльки-то все равно, наверное, собирать. Давай чуть-чуть. Хотя бы один забег по большому мосту я сделаю. Думаю, мне этого хватит. У тебя 2 через 2. Но у нас, кстати, тоже этот график называется 2 через 2, но после 2 ночных у нас идет отцепной и 2 выходных. То есть 3 дня ты дома. А что, тебя в другую смену перевели, потому что кто-то заболел, да, Тоста? Да хорош ты махать. Я снова начинаю, ну, расслабился, короче, и мобов уничтожаю. Просто на отъебись практически. Как прикольно, когда вот они дохнут с одного удара. Ну чё вы там, застряли друг в друге? Давай, атакуй.
Два ровно удара. А если заряженный долбануть, может быть даже с одного он сдохнет. Короче, этот Миколаш, это у нас сюжетный босс. Но пока я в курсе, где у нас находится не сюжетный босс, и пока я помню, как до этого Кейнхёрста добраться, лучше это сделать. Что там? А, у машиниста больняк плавно перетекающего отпуск. Классика, кстати, тоже. Часто так люди делают. Сначала на больняк, потом в отпуск, либо наоборот. Сначала отпуск, потом больняк. Так, а ну-ка давай попробуем заряженным ударом. Ай. Мне вот интересно, я заряженным ударом ему все хп сбрею. Да. Просто лобовой ваншот. Пушка-то мощь набирает. Не знаю, сколько тут максимально. Наверное, 9-10 уровень стандартный, это уже максимально. Так же, как и в Dark Souls мы качали. То же самое. Самый типа мощный камень ты можешь впердолить только это как. Но это говорит о том, что найденные куски кровавика теперь могут спокойно уходить еще на маленькие вот эти вот кинжалы. Я вот что думаю. Локация, где было... Левый глаз дергается. Локация, где у нас было 2 мужика. 3 мужика, точнее, бегали. Ну, от которых я тут уворачивался во всем. И локация, которая вот здесь находится. Граница кошмара называется. Нет, лекцион... Нет, подожди. Подземная тюрьма, вот. И там с одного и того же уступа я видел босса. Если я типа в одном и том же, типа, аля, если это считать за измерение, то если я в одном измерении завалю босса, то в другом тоже он подохнет. Вообще сейчас надо будет хоть откуда-нибудь до него добежать. Давай, сходи. Просто толпа из 4 человек с 2 ударов умирает. Не знаю, все-таки, мне кажется, одного нижнего надо будет завалить сейчас. Хотя бы. Ну, бахнем обоих. Пузырьки впрок будут не лишние. Вообще на раз просто подыхает. Шикарно. Всё, мне этого хватит, чтобы прокачаться еще на 1 уровень. Деда, здрасте. У меня где-то 4 хилки плюсом получилось. Пригодится.
Угу. Ну неплохо, слушай, добавляет урон. И правый, и левый сразу же. Конечно, качает. Желательно тоже до 50. Ну, жизни, силу, ловкость до 50. А там, я не знаю, можно тайну качать, либо стойкость. Ну, там, наверное, уже к тому времени игра закончится. Так, тут не то. Я все вспоминаю, как оттуда туда добежать. Часовня, вот. А ты кем играешь? Милишником? Я вот магом играл, проходил Elden Ring. Просто тоже забегаешь кому-нибудь и ваншот. Часто такие боссы попадались. Кого-то с 2 ударов там купишь. Ну это маг. За мага там просто играть. Но я поэтому и играл, то что она слишком затянута. И чтобы 1000 миллионов лет не тратить на это. Ладно, пробегаем этих ребят. Что-то мне сдается, все равно они никогда не заканчиваются. Это именно особенность уровня такая. То, что тут обязательно встают мобы. Все, и оттуда мы топим вниз прям. Что там? Универсальный билд, сноп молний древних драконов. Вот, который красный так атакует, какой-то красной штукой такой. Я не помню, тут был. Стой, не сюда. Получается, на этаж выше. Да, реально уже мозг не пашет. Слушай, за него прям кусок дали кровавика. Это, наверное, большая редкость, но тем не менее. Подожди, а эта дорога куда ведет? А, все понятно, я тут был. Много я видел, как человек с 200-м левелом убил огненного великана за каст. А, ну который все ноги, да, отрывает? Ну, видишь, смотря какой каст. Я вот когда, ну, я же его тоже магом убивал. И, короче говоря, часто по нему было тяжело попасть. Начинаешь драку вроде неплохо, а потом он какой-то ну катается же там в разные стороны. Ты только себе накастуешь всяких делов, только ему пытаешься врезать. Ай, он Антала. Короче, и тут тоже Антала можно призвать. Комета Азура. Ну вот я с кометой Азура бегал. Что это такое? А когда вот эта хрень как-то подозрительно дернулась. Слушай, а может это вообще не босс? Я очень на него похожа. Огненный есть какой-нибудь урон у меня? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-тун. Кончились. Ну ладно. По Арроу. Слушай, а Парл у нас бешеный. Ему по костям сложно попадать. Он очень худой. Не кормит. Так, тихо.
Парлуша. А, как я его вынес. Давай, тут осталось-то добить. Пиздец, Парлов. Первого трая. Неплохо. Значок искрящегося охотника. Что он дает? Где его искать вообще? Причем, мне кажется, если бы я еще раз к нему побежал, он был бы сложнее. Такое бывает часто, знаешь, когда ты носишься. Когда ты носишься к боссу не один раз, он какой-то более ядреный становится. Так, значок друзей Арчибальда, чудака из мастерской церкви. Показать. Значок тайно изготовлен Арчибальдом, печально известным чудаком церкви исцеления для своих друзей. Арчибальд был очарован голубыми искрами, которые вылетали из шкур черных чудовищ. Он посвятил свою жизнь их искусственному воспроизведению в исследовательской манере, которая, кстати, следовала методологии Брюнгерверта. Пиздец, ну прям это очень много о чем сказала. Ну и пес с ним. Короче, Парла завалили. Случайно. Ну, практически реально случайно. Слушай, а тут еще куда-то можно идти. А, нет, я так бежал оттуда. А, детенок какой-то вякает потихоньку. О, это Мерго у нас босс. Еще продолжение локации. Старый Ернам. Угу. Я думаю, это, короче, очень большая локация. Поэтому. Кстати, напомню, кто такой Оцелот. Слово знакомое, но не могу вспомнить. Старый Ернам, короче, будем знать, где он у нас находится. Давай-ка все-таки мы катаемся в Кейнхёрст. Надо причем посмотреть вообще, где я. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, женщина. Ловкость. Кстати, подожди, что там? Да, нормально еще пока. Ацейрос, снедаемый король. Сколько он у меня кровью попил. Да я понял. Сколько он у меня кровью попил. Старый Ернам, что он тут? Нет, подожди. Вот он где находится. Ладно. Так, Кейнхёрст. Дай бог памяти, как туда бежать. Я, наверное, только по этому. Когтями. Я, по-моему, двуручкой его валил. Не помню точно. Вроде двуручкой. Но... Короче, попил он у меня реально кровь. Вообще не то. Короче, я помню эту локацию визуально только.
Вот возможно, там же лес был вокруг. Либо запретный лес, либо запретная могила. Там, где у нас сестры Хемвика тусовались. Вот туда надо. Почти, но не тут. Танцовщицу, по-моему, я рубил 2 клинками, что ли. Или 1 клинком. Ну, тоже, кстати, на ней я посидел. Я ее, наверное, полстрима ковырял, ну, часа 1,5, короче. Блин, обитель ведьмы или молельный переулок? Да, примерно тут. Но тут надо мне бежать по прямой. Я немножко далеко, конечно, очухался, но я добегу. Потому что там, где как костер называется, я не помню. Да, безымянный король. Это точно. Я его 2 недели убивал. Все, приехали. Кейнхёрст. Причем, то как его лупит вообще. Но я его убил. С помощью стрел вообще. Процентов 98, наверное, дамага я ему стрелами нанес. Кто там этими двуручными, одноручными, 2 мечами там его убивает, прокачавшись полностью в пироманта. Кто-то магией его лупит. Но в итоге, короче говоря, он вообще, я не понимал его мувсет, постоянно огребал от него, и в итоге я вообще тупо стрелами, короче, сначала ковырял. А потом что-то я его добил, что ли, мечами, там, ну там чуть-чуть совсем. Причем первая фаза хорошо получалась, а вторая фаза вообще просто. Я к нему подбегаю, 2-3 удара и все. Да, типа да, когда убегаешь от бывшей. Вот. Вот вторую фазу я чисто стрелами ковырял. Первая эта фаза, кстати, там петуха-то тоже было не просто завалить. Но потом он у меня, этот петух, уже просто, я не знаю, на 2-ю неделю тренировок, закреплений лютых. Этот петух, наверное, у меня отъезжал, ну, да сразу же, короче говоря, в первой попытке там. На раз-два, как бы я его увалил, но... Вторая фаза, короче, вообще не далась. Короче, для меня вообще, по идее, вот из всех Souls-лайков, третий Dark Souls самый жесткий. Пока вот самое простое, пока что, самое простое это Bloodborne. Кейнхёрст. Здрасте, Настя. Как его? В первом Dark Souls, по-моему, локация была, когда подходишь к картине, смотришь в нее, и потом ты очучаешься. Появляешься, короче, ты в этом каком, в заснеженном таком замке. Тут то же самое. Я вот думаю, что сначала, ну, добью, естественно, Bloodborne. Может быть, куплю дополнение, если получится вообще это сделать. Вот, а потом
Потом попробую спустя какое-нибудь время, как передохну. Все равно вечно соузлайки долбить. Такое себе. Вот. Как передохну, попробую секиру тоже. Ну там вроде в Анурлонда, да, эта штука находилась. Если я не ошибаюсь, вроде это первая часть. Там босс еще в этой локации зимняя, она такая баба, короче, ее там только по следам можно вычислить. Ясно. С другой стороны обходим. Короче, оставшуюся часть стрима я буду изучать эту локацию. Какие-то уже гаврики там бегают. Взрывшие. Бешеная, холодная. Здорово, Лех. Какие комары нынче пошли. Первый раз она снимает четвертушечку, второе все, что есть. Блять, как их бить-то вообще? Ощущение, что это локация из дополнения. Потому что дополнение, как правило, у Хидетаки в 2 раза сложнее. А где второй? А самый быстрый босс в Dark Souls 3. Подожди, кто она? Как у нас там дела? Да, чё? Работаем потихоньку, ничего нового. Как обычно, там полная жопа у насосов. Пиздец, она налетела просто, отмудохала меня. Надеюсь, таких комаров больше не будет. Кстати, можно еще и вниз спускаться. Не кажется ли там ворота открылись? Ладно, я сейчас дверь эту дерну, не факт, что она откроется, конечно. Ну, сбегаем. Ну-ка давай, заряженным кого-нибудь. Да, вообще в тайминг хуй попал. Но мне в четверг, я уже сегодня почти закончил медкомиссию проходить. Мне там в четверг надо будет только этот, как он, взять заключение. Пиздец, эту падлу как-нибудь можно спарировать вообще? Нихуя не вижу, блядь. Ёбаная камера. Хидетаковская вот эта вот, утыканная, блядь. Ну оба... мне повезло, мы не оба сдохли. Пиздец, они эти, блядь, комары ссаные сносят. Лютые штуки. Не, еще пока никакого... Это не повышение, я просто перевожусь с одного цеха... Ну, меняю профессию, короче. Короче, ты тостер просрал только что, как я завалил Парла, еще одного босса с первого трая. Короче говоря, в четверг мне нужно получить заключение от психиатра и от терапевта. Потом уже идти, короче, добиваться подписи начальства. Я думаю, что все-таки повышение можно назвать, когда тебя на той же самой должности оставляют, род деятельности у тебя не меняется, ты просто получаешь больше зарплаты.
Я вроде предрочился их убивать. Тогда это есть повышение. То есть вверх по лестнице карьеры забудь про отдышку, как говорится. Но когда ты меняешь просто полностью профессию, это именно смена профессии. Ой, я там его распидорасила. Меня аж весь в крови. Блестючий. Вот, ну и короче говоря, эти у нас врачи только в четверг принимают, чтобы сделать мне... Да, пару слабенький. Ну, смотря, в принципе, в какой раскачке к нему прийти. Вот, врачи эти сделают заключение, и потом, короче говоря, я пойду опять в подбор персонала. А там посмотрим, как долго мне еще надо будет смен отрабатывать. Так-то вроде уже одного новенького видел. Он уже начал стажироваться. Где остальные, пока не знаю. Да, я этого хотел, как бы. Соответственно, я же учился на это дело. Я уже второй год не могу слинять с этой... с одной работы. Чтобы, блядь, нормально деньги получать на другой. Я так полагаю, что мне в замок, да? Давай тогда вниз спущусь. Ну, пока, видишь, пока вот то-то и забава, то что пока поздравлять не с чем особо. Надо, чтобы мой начальник просто подписал. Вот просто сейчас все упирается в подпись одного человека, который мандит. Они не хотят меня отпускать, типа специалист заебатый. Уебываются, короче. Так, наверное, на всех участках такая херня. Короче, все упирается просто в одну подпись. Одна подпись и все, и я считаю на другой работе. Я пробовал писать заявление по собственному. Меня даже он по собственному начальник не отпустил. Я уже не знаю, насколько сильнее можно рубануть с плеча. Я бы своего начальника до последнего бы не отпускал, когда он к нам переводился начальником. По 2500 за каждую такую курлу дают. Найс. Короче, что-то мне кажется, внизу тут ни хера нету вообще. Ну, плащик-то, а? В крови как блестит. Как лакированный. Прям этот, БДСМ. Контент. Я тоже так думал, то, что мы вроде с начальником, хоть я его редко вижу, но мы с ним неплохо общаемся. Когда дело до важного дошло, для меня важно, он оказался, блядь, уебаном, которого нихуя больше не интересует, только чисто, блядь, жопу свою прикрыть. Стопудово он просто, наверное, мне кажется, не подписывается, потому что сыт, что его наругает, типа, начальство повыше. Но когда я сам обратился к начальству повыше, он немножко изменил свое мнение. Короче, осталось дело за малым. Все, я сюда перся только из одного какого-то ссаного самоцвета, который я, наверное, даже никогда использовать не буду. Пройдя весь этот замок, я выйду вот отсюда. По-любому. Тут же у нас в фонтанчике ничего вкусного, да, нет?
Ну, прикольная локация. После вот этих вот серо-черных, одинаковых викторианских зданий. Прям как бальзам немножко на душу. Какое-то это изменение. Жалко то, что мы сейчас обратно пойдем. Туда же. Зато какая и хорошая экономия ресурсов консоли. Кстати, у нас тоже один товарищ пытался дружить с нашим начальником. Ну, просто ни к чему, как бы просто расскажу историю. Он его там на рыбалку катал и все такое. Тоже потом к нему подходит. Говорит, это, ну, подпиши перевод. Нет, нихуя не подпишу. Короче, он его этими там магарычами потом всякими. Тоже там на рыбалке его катал. И так далее. Задабривал, короче, душонку его. Блять, нихуя я ее не заметил. Ну чё такое мутное это на меня летит с ножом, блять. Нихуя голубей. А вот они, где находятся-то все. Нахуй, наверное, я спарируешь. Они еще окружать пытаются. Но вообще, люди разные, что могу сказать, подытожим, короче говоря. Люди разные бывают, и начальники, соответственно, тоже. Не каждый же, конечно, так поступает, как у меня. Но бывают и такие люди, к сожалению. Я, кстати, себе еще на левел на стрик. Че? Признание безумца. Ну, тут для онлайн рубила тут раскидали. Вообще, по идее, эта игра от Фромов считается как... Она же была... Ну, типа экспериментальная. Ставлю всадника. Мне силы не хватает. Мне, кстати, мне не хватает вот этой какой-то там оттенок крови. Вот этой штуки не хватает. Жалко, ее нельзя одеть, хотя бы посмотреть, поюзать, как она работает. Ну, видишь, у нас вот начальник новенький. И все равно, ну как новенький, относительно. Он уже 6 лет работает со мной. А я 15 работаю. Отказался? Да, это ничего. А нет, я просто ее не заметил. Еще кто-то плачет. Либо они внизу, либо я их просто не вижу. Мне целый пузырек крови дали. Что, справа и заходить или слева? А похер, давай так. Направо, короче. Откуда она выбралась? За колоннами, походу, стояла. Начинал с той же профессии. А у нас, по-моему, тоже начальник, если я не ошибаюсь. Начинал с той же профессии. Но когда я устраивался, у нас был начальник, который вообще учился на этот, как его, легко с технику ремонтировать. По-моему, он лучше справлялся, чем нынешний. С обязанностями. А может быть, это тупо опыт. Не знаю. Так, значит, этих
Девок-то можно парировать. Кусок крови. А, ну, понятно. Ну, вот эти куски кровавика, это чисто вот для вот этих пушек сейчас. Так-то тоже есть резон ими работать. Но пока тупо тащит вот пила. Вообще бы надо желательно, конечно, загуглить, где вот именно, как там, камень кровавика брать. Давай попробуем спарировать одну. Ну да. Тайминг, тайминг. Вообще такая, кстати, огромная неохота ходить каждую смену на работу. Ну, конечно, как у всех тоже. Ну, никто от этого не балдеет, по-моему. По работам шляться. Но просто сейчас вот, когда ждешь вот этого перевода, новой должности и гораздо большего оклада, то на предыдущую работу очень не хочется ходить. Просто каждая смена тянется, блядь, так долго. Тоже не знаешь, блядь, просто на часы начинаешь под конец смены поглядывать каждые 3 минуты. Ну, такая фигня, кстати. Бывает, когда отпуска ждешь. Нормально. Стамина, короче говоря, кончилась, но тем не менее я отбил здоровье, которое просрал только что. Да, я сундучок вижу. О, да, как перед отпуском. У меня уже 41 тысяча. Тут... О, благородное платье. Что, напялим, да? Красота какая. Теперь я чика. А сиськи так и не выделились. Отпуск тоже надоедает. Согласен, согласен полностью. Я вот, допустим, не могу больше... Ну... Да больше месяца сидеть в отпуске. У меня тут летом такая херня получилась, то что больняк сначала, а потом что-то пару смен я поработал и в отпуск пошел. Просто. А еще отпуск был у меня что-то 34 дня, что ли. Ну, вторая половина отпуска. 34 дня, короче, получилось. Я заебался дома сидеть. Ну, просто встаешь от них, ну, то, что ничего не делаешь. Обычно же знаешь, как на работе, там какой-то движняк, ты, хотя бы ты туда ходишь. Уже хоть какой-то движ. И тут как бы тебе не надо просто на эту работу ходить. Сначала ты кайфуешь, а потом начинаешь думать, чем же себя все-таки занять. Хорошо, что есть, конечно, стримы. Блять, я эту штуку не вижу, которая на меня нападает. Это летучая мышь с рожей деда. И ты так, короче, потек опять колпаком просто. Я пришел же оттуда, да? Сиськи, дети, романтика. Ну, кстати, ходов не так много, как я думал. Вот серьезно, это посмотреть, это реально дед, короче. А полудед, полулетучая мышь. Ну, голова деда. Больше ничего от деда тут нету. Может быть, запах изо рта. Вот, мне сначала сюда надо, а потом туда. Кстати, по-моему, в Elden Ring тоже точно такая же локация есть. Ну, кстати, все так и в унисон и говорят, что Elden Ring это просто совместные все Dark Souls вместе с Бладиком. Тут как бы... Это так вообще, по идее, ничего нового не придумал.
Он просто соединил несколько игр в одну. Вот как я ему пизданул шикарно. И все, и не долететь. Мудак. Кусок кровавика еще. Не знаю, может быть, кстати, есть еще резон попробовать дурочку поюзать Людвига. Дробильщик. Бля, жалко, кстати, я вот хотел эту практику, когда проходить. Я хотел... сейчас я тут стану. Я хотел, чтобы нас тоже на дробление запихивали. Нас, потому что, когда мы защищали диплом, там, где ты проходил практику, то тебе давали второй разряд этой специальности. А на кого, короче, ты заканчивал, конкретно писал дипломную работу, то там уже разряд выше давали. Вот. Мы хотели, чтобы нас отправили на дробление, но почему-то нас не ставили туда. Чего она подходит? Просто тут, видишь, задержка, я не совсем иногда понимаю, что имеют в виду люди. Жалко, что никак от этой задержки нет. Не уйти. О, он застрял. Он аж меня увидел, начал быстрее на своих ножках семенить, но так и не успел. У меня вот 5-й машиниста, он у тостера тоже 5-й машиниста. Насосных установок, но 6-го уже нету. Дальше уже у нас мастера идут. Не бухая, говорит, играя в игры. Кто не бухает, тот отдыхает. Кстати, ты тостер сколько уже в завязке-то у нас? Ну-ка, я хочу эту курву долбануть за заряженным ударом. Ну такое, кстати, жирненькая дядя была. У нас нету столько кубатуры, чтоб 6-й разряд был. Думаешь, в этом дело? 13 августа. Ну, кстати, уже прилично. Прилично. 1,5 месяца. Есть о чем задуматься. Да, блядь, кто сейчас, по-моему, не алкаш? Тут либо зожники жесткие, только, по-моему, не алкаши. Либо у кого уже просто врачи пить запретили. Редко, когда, знаешь, такой баланс есть у человека, что... Ну, типа, чуть-чуть выпил и все. По праздникам, допустим. Такое редко встречается, реально. Бля, я их не видел. Да ну ты... О, деяние палача. Сейчас посмотрим. Дело не то, что тут горнодобывающий, просто, знаешь, зависит от того, просто чем ты заниматься хочешь. Не обязательно прям, ну такое, кстати. Не обязательно не работать в горнодобывающей профессии, чтобы синячить как свинья. Кстати, а шапочку палача не дали. Херня, на базаре продадим потом. Тут я не думаю, что отрасль болеет, и поэтому народ бухает. У нас, в принципе, народ бухает, знаешь, по любому поводу. Херово, нажрался. Хорошо, нажрался. Классик. Подожди. Я уходил, реально меньше бухаешь, если не в обогащении работаешь. Но ты на обогащении-то и не работал.
Ты же работал на гравитации. Ты имеешь в виду на обогатительном комплексе? Да хер его знает. Кстати, заниматься спортом и одновременно пить такое себе удовольствие, надо, по-моему, это что-то как-то пересматривать род деятельности. Надо что-то одно, я думаю. Кстати, в третьем Дарке и в Elden Ring вот прям один в один локация. Кстати, даже, по-моему, и в первом. ПВП это во что? Никуда. Книга нечистокровных. Кстати, первая книга, которая... Журнал с именами всех нечистокровных. Книга из красной кожи с именами нечистокровных. Королева. С именами... А, доступно только в онлайн режиме. Хер его знает. Я еще какой-то лифт нашел. Который? Вот теперь это работает. Ну слушай, мне не пришлось прям даже до конца уровня идти. Но средства есть. Тостера случайно в гугле забанили. Гугль разбань тостера. Надо петицию писать, наверное. Всей деревни. Кстати, а прикинь, если Google реально будет банить народ. Ну просто ты их заебался своими вопросами тупорылыми. Типа, блядь, сколько козявок можно наковырять в носу у слона там. И особенно, знаешь, по ночам, то, что хуйню спрашиваешь у Гугла. То это как его, ну, ты, короче, Гугла заебываешь, тебя банят. Просто без объяснения причин, да. Бля, они еще и воют, как сирены. Подожди, они же до этого только атаковали. Только они, походу, какие-то бафы на меня кидают еще. Да сдохните, блядь. Пизда, че так много? Похуй, через текстуры пробью. Стой, 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 стой. Там какая-то гнида, вот она прячется. Это она в меня стреляет, что ли? Бабку не добил. Слушай, ну, в принципе, локация забавная, кстати. Я прям вот бегаю, и она как-то вот, ну, явно на другие не похожа. 56 косарей, да? Сейчас я чувствую, хоть как-то до костра доберусь. И уж там, ну да, кстати. У меня недалеко костер. Бля, хочется дальше пробежать. Но тут скорее жадность фраера погубит. Не знаю. Ой, этот остров. Ты, походу, перегуглил чуть-чуть. Смотри, там гугли аккуратно, а то все загуглишь, остальным гугла не останется. Высосешь весь Google. Все, короче, можно тыкать наверх. Походу тут, скорее всего, один костер на всю локацию.
Психостимуляторы, короче, это оказывается, да? Я вообще первый раз слышу. Да, нихера меня бабка тут покоцала. Ну кто опять дамажит? Блять, вот она, эта падла. Она стоит там наверху и плюется в меня. Ну, стандартный, кстати, для библиотеки этот загон. Блять. Вот, да. Точно так же я мудился в этом Elden Ring. Вот именно с точно такими же маленькими приступочками. И по ним забирается, чтобы добраться до врага. И тут же падаешь, он тебя добивает. Особенно если ты в этой приступочке запутался ногами, блядь. Тоби пизда, короче. Стоять, у меня кто-то тут стреляет, я вообще не понимаю. Я понял, да, блядь. О! Просто с двух ударов, хуяк. Сначала один пострелял, второй добавил. Короче. Сейчас любой моб меня может завалить, а на кону почти 60 тонн. И у меня 17 хилов. Да ну, причем тут этот... Что ты сравнил вообще? По-моему, очень мало что можно с этим веществом сравнить. Но есть срезка, кстати. Можешь попробовать? Не, скорее всего, всех баб придется мочить. Они потому что могут за мной прям пойти. Я потом заебусь от них отбиваться. Я ж сначала не понял, а потом как понял, откуда я пришел. Так вот, я что и говорю, то что совсем иное, по-моему, фигня. Кстати, да, что-то я вот этот припоминаю, а вот Степан как раз сказал то, что типа фарм пошел. По-моему, это как бы и есть место для фарма, которое я читал. Ну, как-то просто поинтересовался. То, что, ну, типа, где можно нафармить душ. Вот Борне. По-моему, он что-то вот умнее вот этой штуки ничего не выдал. Как раз я припоминаю, что там писали про библиотеку. То, что костерок рядом. Ну, да, может быть, точнее, подожди, там не замок Могвинов. Там вроде как-то остров Могвинов или полуостров Могвинов, что-то такое. Я сундук пропустил. Я как до него добраться? Доебись. Сундук есть? До него только сверху, что ли, падать? Да ну, я подох уже. Блять, хиды так, а сундук, говорит, есть? А ничего, ну, как бы к нему не добраться. Ждем. Мы забираемся на ступеньки. И скачиваем вот так, вот все. А там Эвелина. Короче, мне пекаль дали какой-то другой. Я не знаю, стоит ли вот этих лупить. Ну, за каждую по 500 дают. В принципе, неплохо. Тут можно фармить этих девок. Так, вот на первом этаже пробежался 7000.
А я что-то, кстати, часто в последнее время себе творожную массу покупаю. Не знаю, что-то приперло. С возрастом вкус меняется, это точно. Ну это знаешь, как, короче, когда ты полюбил оливки, то все, пизда, обратной дороги нет. Ты старпер. Что-то он почему-то начал у меня руками махать. Блядь, он... Теперь надо повнимательнее смотреться, короче. Чтобы выбить свои 60 косарей душ. Вот она, а не у этой падлы, которая полы чистит. Сучара. Все. Дело не во вкусе, не в возрасте, да, дело в подшивании воротничка к подворотничку. Ну или наоборот. Да? Тут дело все во всем. Главное, чтобы было вкусно. Не по сути вкусно. Не по вкусу вкусно, а по сути. Так. Надо бежать куда-нибудь туда, куда меня не стреляют. И у каждой падлы такой, которая чистит, у нее есть по 2 пузырька крови. А как сюда попасть? Тут какая-то очень интересная лестница. А тут какой-то проход. Ладно. Как говорила великая Коко Шанель, я подумаю об этом завтра. Короче, вот эти вот с длинными мечами самые ёбнутые, я смотрю. Чем мы ёб? Захуярим. Бэкстеп не получился. Она решила резко повернуться. Короче, какие-то с мечами, какие-то не знаю, молотками, что ли, бегают, хуй поймешь. Ну опять этот. Хидетака. Хидетаковская фантазия опять разбушевалась. Так, ну по идее тут все. У нас только один мудень остался, который по прямой вот там стоит на ступеньках. И бабы ноют еще. По-моему, не последний. Но они могут вообще быть наверху. А, похер. Когда идет. Угу. Типа выйди в окно. Ошибись. Блядь, 73 тысячи. Риск лютый. Подожди, может быть как-то можно все-таки на ту лестницу добраться? Меня же она прям заинтересовала. А, это будет проход. Вот это по-любому, раз она так по цвету выделяется, это скорее всего она будет подниматься. Чик. Как-то надо будет сейчас забираться наверх. Причем, если я сейчас бегаю, потрачу 73 тысячи. А, я же по-любому сейчас заново, блядь, всю эту толпу валить. Они мне сюда подойти уже не дадут. Ладно, будем рисковать, что делать. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет вообще.
Ага. Странно, конечно, но... Я тут, кстати, этот... Странно, ну чё, тут правда только один проход и через только одно окно. Я тут недавно пытался купить дополнение для Bloodborne, короче. И мне продали просто обычную версию. Короче, просто взял пятихатку, в окошко выкинул. Вот и все. Печалька. Так что, прежде чем какие-то игры покупать и аккаунты, и пополнение кошелька, надо еще думать, где ты берешь. Хотя я даже, ну, я раньше брал на этой площадке уже один раз игру. Все, получилось нормально. Причем то, что продали, как бы, ну, не доебаться. Фишка в том, то, что описание товара было неверное. Написали издание года, а там обычное издание. Очень печально. Тихо. Теперь вниз. Так. Какая-то курва плачет мне резко в правое ухо. А где она? Я так и знал, что кто-то летит. Еще один пассажир. В принципе, если еще большая комната попадется с чиками, то можно будет... Вот сюда, кстати, можно будет. Что за тайм-карта? Что это такое? Ну, поясни для непосвященных. Так. Вот о чем я говорил, если я попаду в подобную комнату, тут можно еще, кстати, поднять много бабла. Ой, я книжечку уронил. Простите, великодушно. Давай, короче, мы этих баб перережем. Чё? Эти уже что-то другое, кстати, бафают. Ну, вроде не больно. А у них бы головы нету, кстати. И поэтому, когда они тебя станет, подбегают вот эти вот курицы с ножами и тебя добивают просто. Ну, возможно, ваншот. Я отсюда пришел. Ну да, ход один. Вот сюда еще можно сбегать, вот прямо на ту башню. Да. А ты еще что, в Warcraft играешь? Я не помню, что ты говорил, что Вариком увлекся. Давай, 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 отпускайся быстрее. Я в Варик, наверное, играл, но не соврать. Минут 40, наверное. Перчатки палача. Зацени. А это предмет? Вызывает разгневанных духов. Почему-то я вроде их не могу применить. Мне, кстати, по-любому в эту башню надо идти. Тут просто тупиковая комната. Ну, в смысле, просто вот обычный квадрат и все. Отсюда выхода нет никакого. Если я, конечно, какую-нибудь лестницу не пропустил. Просто, ну, среди этих книжек лестница может вообще запросто потеряться. Тихо. Эта баба меня долго ждала, кстати. 80 тысяч. На кону. Одеяние рыцаря. Ну-ка, давай заценим.
Сертук какой. Юбка-брюки. А почему юбка-брюки, если это просто... Это просто брюки. И шляпа такая. Виват Гардемарины, ёпта. Я не знаю, поигрываю каждый патч месяца 2. Вот сейчас выходит, так сказать, ремастер старого патча. Патч 2009, с которого... А, это Burning Crusade, по-моему, да, называется? Или что-то в этом роде. Я могу, конечно, путать. Так, ну все, последнюю давай. Рубим бабу и побежали аккуратненько. Я не знаю, если у меня получится, если меня никто не убьет на этом карнизе. Лич Кинг. Я понял. Причем есть же, по-моему, эти, как неофициальные сервера, которые наверняка тоже работают. Ну, типа, не обязательно платить бабло, чтобы онлайн с народом драться. Ну, бегать-то. Развлекаться всячески. Кстати, я вот, наверное, очень опрометчиво вот так вот бегу. И ни хера не смотрю по сторонам, потому что, зная Хидетак, он бы посадил вот сюда какого-нибудь хорошего лучника, который тебя шотает просто вообще на раз-два. Так, ну если ты, наверное, упадешь отсюда, то ты подохнешь. Высоковато будет. О, еще один проход. Вот теперь эта штука работает. Теперь у меня получается 2 хода. На самый третий верх. Ну, 3-й этаж, короче. И еще раз вернуться и сбегать в башню. Ну, естественно, я побегу в башню. А чем она не то-то? Все равно, ну, не один ли хер где-то у тебя народ бегает. Она же ничем, по-моему, не отличается. Ну, единственное, там, по-моему, только это обновление, наверное, нет никакого. Так, давай повнимательнее. С этой башни же я потом отсюда обратно в это окошко могу вернуться. А, тут даже в башню-то не надо идти. Эй, слезай. Можно было даже пулю на этого козла не тратить. Но он как горгулья тут не зря сидит. Он прям бдел. Бдил, пока я до него добегу. Он бы упал. Он бы упал прямо мне на башку. Так, и теперь мы идем с 1-го этажа на самый верх. 81 тысяча. Люди, работа квестов, плюс работа сервера тоже. Ну, возможно, но, по-моему, квесты там уже настолько все одинаковые, что без разницы, там, на официалке ты лобаешь или на пиратке. Люди, возможно, кстати. Читеры какие-нибудь, знаешь, там, это да, это может быть. У меня, кстати, первый раз в этой игре 81 тысяча собрано. Очково потерять столько бабок, конечно. Я тут уже на 3 левела насобирал. Если какая-нибудь просто гнида шотащая выскочит, я... Ну, мне просто всю локацию заново зачищать. Стой, стой.
Оп, 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 оп. Кусок кровавик. Не, ну однозначно пушки, короче, можно также заточить на плюс 9. Маленькие вот эти вот. Кинжальчики. А, если я не ошибаюсь, это у нас как раз и босс. Там ребенок плачет. По-моему, я к Мирго бегу, если я не ошибаюсь. Ну, понятное дело, что там на пиратках-то не могут квесты не работать. Кто их поддерживать-то будет? Там вообще дай бог, чтобы сама игра-то запустилась. Судя вот по плачу ребенка и какой-то записки, то, что там не оставили, я, по-моему, как раз к этой Мирго бегу. Но это не точно. Слушай, нет. Это боссом пахнет. Пошли нахер. Ой, блядь, я чуть не пожертвовал все отголоски крови, чтобы пробудиться у костра. И раз-два. Вот, между от отважного охотника. Пробудиться заново, без потери отголосков. Сейчас бы просрал 80 тысяч просто. Так вот, я не помню, что именно за босс тут. Гаргули, наверное, какие-нибудь. Я не буду рисковать. Столько бабок, я сейчас 4 левела себе подниму. Или сколько там, не знаю. Все равно срезку я открыл, так что похер. Ну и так, в принципе, с нулем зачистить всю локацию. Ну, считай, 100 тысяч. 100 тысяч почти отголосков. Просто бежишь на чили, херачишь всех. Так, ловкость. Чик. А почему только один уровень качается? Что-то я ничего не понял. У меня было 85. Я быстро прокачал себе 2 уровня. 34 тысячи на 2, ну да. Был 23, стал 25. Так, хлопаем, короче говоря. Еще у меня тут есть загашники. Сейчас мы посмотрим хотя бы этого мужика с посохом. Я понял, что за этот... Ну, скорее всего, он лютый. Сейчас попробуем. Может быть, повезет так же, знаешь, как и с Парлом. А вдруг? Он как раз еще на 1 уровень. Прокачка. Ну, почти 400 урон. Нормально. Так, теперь давай искать этот Кейнхерст. Вот она. Кстати, там как-то на каком-то стриме я пробовал, ну, падать вниз, там, что-то в башне какой-то. Бежишь, падаешь вниз, там, и две двери, одна выше, другая чуть ниже. Я все-таки, у меня получилось. Я в одну запрыгнул. Ну, которая повыше. Так. Я уже не помню, с какой стороны я пришел, но, по-моему, отсюда.
Еще можно предположить, что по логике вещей, раз локация зимняя, то против этого босса желательно что-нибудь мазать такое огненное. Здравствуйте, женщина. Где тут срезка-то? Вон там дальше по прямой. Ну этих скипываем, короче. Да. Скипывальщик херов. А они мне дадут вообще выбраться-то отсюда? Да, несется парочка. Все, блять. Ну-ка. Эту по-любому придется мочить. Что-то мне сдается, их всех придется убивать. Пиздец. Да, они меня сейчас тут тупо заколят. Зарыжут. Все, остальные хотя бы не бегут. Короче, еще дорогу к боссу надо опять тоже траить как-то. Соображать, как бежишь. Чтоб совсем не подохнуть. Так, тут без разницы, да, как бежать. Круговая локация. А где проход-то? Поднимаешься, короче, и сразу направо. Все, блять, надеюсь, я запомнил. Уже мозгой не шевелишь. Все, теперь можно со спокойной душой просирать там хоть 200 тысяч лет. Давай, мужик, с посохом. Если ты есть вообще. А чё у него глаза красные? Натер, что ли? А, теперь их двое. Опять прилетит, интересно, одновременно. Все, будет прикольно, если парик рыцаря. С бантиком что-то. Это аудитория. Yes, понятно. Как пройти дальше? Тут вот прямо все. Тут прямо града. Она еще уже сливается с этой крышей, все в глазах уже рябит. Бело-черного этого фона. Особенно когда забор частый. Так, ну тут все точно. Сюда я поднялся. Вот крыша. И давай сюда падать. Оп. Да нет, точно нет. Да не. Сюда мы вот сюда падаем. Так, отсюда туда. Ух, я чуть не сорвался, кстати. Он же мог по инерции и вниз поехать. Ну все, вроде. Так западло, кстати, до этого босса будет бежать, если он здесь впереди где-то.
Холодная кровь. По-моему, за нее много дают. Особенно вот этот. Холодная кровь сородичей, по-моему, она так помещается. Давай, мужик, блядь, быстрее. Еще выше. Казалось, думаю, какая-то блестяшка, что ли. Но я все равно бегу аккуратно. Хоть ничем не рискую особо, но тем не менее. Хотелось бы, конечно, все посмотреть повнимательнее. Потому что любая маленькая деталь может помочь. Все. Ну, тут уже очевидно, босс. Да. Это босс. Я приблизительно его помню. Как его толпой убивали. Спидранеры. Ну, по крайней мере, игроки опытные. Как его зовут, не помню. Что-то вроде отца Гаскоина или как-то так. Когти не стриженные. Мохнатые. Корона. Он замерзший, кстати, сидел. Было бы прикольно, кстати, если бы была бы возможность у него отжать косу. Но нет. Это так не работает. А, кстати, подожди. Клевец этот какого. По-моему, вот это вот оружие можно у него забрать. Он как коса, почти то же самое. Мало чем отличается. Мученик Лагариус. Вот. Вот как зовут эту дичь. Неплохо так он приложился. Первый раз. А жира у него достаточно. Короче, в этой штуке не стоять. Тихо. Перебор. Главное не жадничать. Ну, пока он кастует, давай ему нахуй напинаем. Он ульту забирает, стопудово, я так и знал. Это типа вторая фаза, да? Ты хоть где, дедушка? Такой резкий бой. Понятно. Все, тихо, 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 не жадничай. Бля. Полетел ему напихивать, как в первой фазе, и он меня просто отмудохал. Ну ладно, давай мы еще разок попробуем до него сбегать. 14 хилок у меня есть. Здорово, банан. Да, почти. Но сейчас он будет злее. Это точно. Последний разок попробую и хорош на сегодня. К этому боссу нужно отдохнувшим приходить.
Потому что он шустрый. Он прыгает на тебя с разных участков и лупит регулярно. Тихо, ну быстрее, 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 быстрее. Упс, упс. А каких-то бафов там мне понашвыряли, ну да это ладно. Я пока до этого босса добегать буду, он у меня уже это... У меня все спадет. Снялась эта боль, снялась. Так, отсюда мы бежим вот сюда. Жалко, костра нет рядом. Долго до этого мужика бегать. Сюда и потом вот сюда. Блять, чуть было не было. Уже чуть побыстрее до него добрался, но все равно. Я думаю, придется к нему побегать еще. Я как по ковровой дорожке к нему побегу. Ну а вдруг? Я попробую, кстати, намазать. Просто вот. Прикола ради. А вдруг? Вдруг по нему хорошо дамаг пройдет. Иди сюда, мужчина. Без разницы, кстати, ему. Ага. И в одну сторону, и он туда же прыгает. Аккуратней. Прям максимальное хп надо держать. Он просто с двух тычек тебя может вынести. Давай, пока стамина есть. Все, ультует. Ну ладно, похер. Гулять так гулять. Дедуля. Пиляемся. Тут у меня еще какие-то кинжалы, кстати, летят. Где-то ёбу дал немножко. Лечиться не дает. Всегда прессуешь. Опа, а мы его спарировали. Как тебе такое, дедуля? Все, тихо, не жадничай. Не успел я спарировать. Я думаю, это одноразовая акция. Тихо. Блять, что меня дамажит, я не понимаю. Да, блядь, дед, иди нахер. Тихо, главное не жадничать. Блять, он на секунду от себя не отпускает. Мне полечиться-то надо совсем чуть-чуть. Сука, киллы кончились, твою мать. У меня просто закончились киллы. Я бы вас доебенил. Будь у меня еще хотя бы 2 фляжки. Пизду, деда, короче, завтра захерачу. Но ничего в нем сложного нету, просто вовремя уходить от этого прессинга по крыше. На тебя сыпятся сверху кинжалы. Тебя лупит этот мужик, и он от себя далеко не отпускает. Нужно просто выгадать время, чтобы полечиться и тут же и атаковать его дальше. Молнией мазать пушку не обязательно, дед и так нормально кладется. Так что вот, вердикт таков. Захерачим деда завтра.
на сегодня хорош. Итак, уже 2 босса за спиной, так сказать, за сегодня. Вот, ну и плюс еще большая локация. Так что как-то так. У нас получается что? Дед. Завтра. И пойдем Миколаш Колю бить. Вот. Да, молния, она также сносит, как и этот, как вот, то же самое. Я увидел по урону. Там плюс 15, что ли, плюс 20. Херня, короче. Ни о чем. Вот, ладно. Будем закругляться на этом. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи.